Растение-хирург. Вы знаете, о каком растении я сейчас буду рассказывать? А вы знаете, как с помощью этого растения я не только вылечила стволовую гниль этой орхидеи, но и зацвела ее огромным букетом. Нет, букетищем. Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Я вернулась. Вернулась, чтобы показать вам результат 9-месячной сложной и напряженной работы. И если вы до сих пор не знаете, как восстановить и вылечить орхидею без применения фунгицидов и антибиотиков, досмотрите это видео до конца. Я покажу вам 9-месячный отрезок жизни этой орхидеи в моих домашних условиях со дня покупки до момента пышного цветения, от обнаружения стволовой гнили и до полного выздоровления и цветения. Но, как всегда, обо всем по порядку. 24 сентября 2021 года в моем доме появились две новые орхидеи. Их вы сейчас видите на своих экранах. Оба растения были приобретены через интернет и приехали ко мне из другого города Арсеньев Приморского края. Обе эти орхидеи принимают участие в одном и том же исследовании. Мы не пересаживали эти орхидеи, а выращиваем их в покупном субстрате. Многие называют этот субстрат субстратом-убийцей. Это очень влагоемкая смесь, представляющая собой совокупность всего кокосового волокна, кокосовых чипсов и даже кокосового торфа. Меня этот субстрат абсолютно не пугает, ведь я много раз вам говорила, что выращивать орхидеи можно в чем угодно и даже без всего, то есть бессубстратно. Гораздо сильнее меня испугала и встревожила стволовая гниль, которую я обнаружила через несколько дней с тыльной стороны стебля этой орхидеи. Гнилостная часть стебля орхидеи, как это часто бывает, прилегала к цветоносу. Продавец фаленопсиса порекомендовал мне снять все нижние листья до гнилостного участка ствола, зачистить его, обработать максимом, это фунгицид, и отказаться от своего принципа не применять фунгициды на орхидеях. Я, как всегда, решила пойти своим путем. А пока, друзья, запомните, вот сейчас вы видите на своих экранах покупное цветение фаленопсиса Sunset Love. И у вас в конце видео будет возможность сравнить это цветение с домашним, первым домашним цветением. А мы тем временем приступаем к лечению фаленопсиса с помощью листьев толстянки. Для этого я взяла нижний лист толстянки, крассулы, денежного дерева. Этот лист уже пожелтел и готовился к опаданию. Я разрезала этот лист пополам и мякотью вместе с соком стала натирать все растение целиком, от ствола и до кончиков листьев. С момента выхода первого видео о толстянке прошло уже около 8 месяцев, и до сих пор меня спрашивают в комментариях, что я имею в виду под названием толстянка. Итак, друзья, толстянка – род суккулентных растений семейства толстянковые, включает от 300 до 350 видов, из которых более 200 произрастают в Южной Африке. Значительное число видов распространено в тропической Африке и на Мадагаскаре. Несколько видов встречается на юге Аравии. В своем составе толстянка содержит уникальнейшие вещества и соединения, обладающие антибактериальным, фунгицидным и бактерицидными свойствами. Кроме того, толстянка является великолепным натуральным, природным иммуномодулятором.
Необходимо отметить, что толстянка относится к слабо ядовитым растениям, поэтому принимать в пищу в больших количествах толстянку нельзя, а вот лечить стоматиты можно. Толстянке подвластны экземы на руках и кожные дерматиты. Без похода к хирургу толстянка очистит гнойные раны, излечит фурункулы и исцелит вашу кожу. И вот именно эти свойства и качества толстянки я и применила на своей орхидее. У меня самый простой вид толстянки – это Crassula ovata или толстянка яйцевидная. Именно ее вы сейчас видите на своих экранах. Для достижения результата потребовалось 3 обработки соком толстянки с интервалом в неделю. Следует отметить, что начальные результаты были видны уже после первой обработки. Гниль перестала разрастаться, а рана стала подсыхать. Тем не менее, я провела еще 2 обработки, 3-я была финальной, и я оставила компресс из листа толстянки на стволе орхидеи до полного высыхания листа. Итогом моей месячной деятельности по исцелению орхидеи стал вот такой результат. Тот результат, который вы сейчас видите на своих экранах. В это трудно поверить, но факт остается фактом. От гнилевой поверхности на стволе этой орхидеи не осталось и следа. Но, как всем известно, мало результат получить, его нужно сохранить. О том, как адаптировать орхидеи к домашним условиям, как правильно поливать орхидеи, у которых на стволах или стеблях обнаружились гнилостные процессы, я рассказываю в отдельных видео. Эти видео хранятся в плейлисте «Фаленопсисы. Вопросы по уходу». Конкретно взятую орхидею я адаптировала к домашним условиям с помощью внесубстратных корней. Процесс адаптации занял не более 2 месяцев. В конце адаптационного процесса у орхидеи появился новый молодой лист. Кроме роста нового листа, у орхидеи начали расти корни в субстрате, в том самом субстрате, в котором у обычных пользователей корни сгнивают. Напомню для тех, кто не отслеживает даты, адаптационные мероприятия проводились в осенне-зимний период, в самое холодное и самое темное время года. В декабре прошлого года адаптированная и исцеленная орхидея выглядела вот так, с новым листом в центре розетки. Проявленная орхидея активность дала мне сигнал к изменению способа полива. И вместо использования внесубстратных корней я стала использовать микрополив. Микрополив – это частый и регулярный полив орхидеи микродозами. С помощью спринцовки объемом 35 мл, это буквально 1-2 столовые ложки, я поливала свою орхидею каждый день. Этот способ полива я использую для всех больных, реанимационных, молодых растений, а также растений со слабой корневой системой. Этот способ полива позволяет сохранить и приумножить корневую систему растений. В правильно созданных условиях, с учетом четко выверенного ухода за фаленопсисом, эта орхидея в течение полугода отрастила себе 2 новых листа, великолепную корневую систему внутри горшка, от ствола и выпустила новый цветонос. В горшке с орхидеей каким-то естественным образом посеялась кислица, и вырос вот такой великолепный сосед или соседка у орхидеи. И если у вас есть такая возможность, обязательно подсадите своей орхидеи какого-то спутника. Орхидея вас отблагодарит.
Предыдущее видео об этой орхидее вышло ровно 3 месяца назад. Я боялась, что место былой гнили зарастет новыми корнями от стебля орхидеи. Именно на этом этапе орхидею можно было бы пересадить, если бы не предстоящее цветение. Самым лучшим временем для пересадки орхидеи является время, когда орхидея не цветет, в то же время, когда у нее активировались ростовые процессы. Растут корни от стебля и новые листья. И поскольку моя орхидея собралась цвести, она так и осталась непересаженной. Эти кадры были последними из тех, которые вы видели в предыдущем видео. У Phalaenopsis Sunset Love не только появился новый цветонос, но и активировались меристемные почки на уже цветших цветоносах. Многие из вас уже знают способ активации меристемных почек на цветоносах с помощью опрыскивания. Об этом я уже неоднократно рассказывала в своих видео. В данном случае и применительно к этой орхидее я не могла применить этот способ активации меристемных почек. Почему? Да потому что я уже сотни раз говорила и повторю вновь: орхидеи с гнилостными процессами, бывшими или настоящими, на стволах, стеблях, листьях орхидей водным процедурам не подлежат ни душеванием, ни опрыскиванием. Что же делать, если опрыскивать орхидею нельзя, а количество цветоносов хочется увеличить, удвоить или утроить? Вместо одного растущего цветоноса 3. Возможно ли такое? Да, друзья, возможно. Поэкспериментировать мне пришлось достаточно долго. И это стоило мне несколько загубленных меристемных почек. Начну с неудачных вариантов. Неудачным оказался вариант по использованию мякоти листа алоэ. Вот такой пласт листа алоэ я накручивала вокруг меристемной почки, закрепляла его и лишалась в итоге меристемной почки, потому что после высыхания эта мякоть настолько приставала к цветоносу, что при снятии отрывала меристемную почку вместе с собой. Я пробовала несколько раз на разных орхидеях, содержащихся в разных комнатах, и ни на одной из них я не получила нужного мне результата. Подумав какое-то время, я решила усовершенствовать этот вариант, но вместо алоэ использовать толстянку. То есть все действия на Phalaenopsis Sunset Love были только с использованием толстянки, от лечения стволовой гнили и до активации цветоносов. Я снова разрезала желтеющий лист толстянки напополам и обернула каждой из половинок меристемную почку на цветоносе орхидеи. Обернула, закрепила и забыла об этом на несколько дней. Внешний слой листа толстянки не дал мякоти высохнуть слишком быстро и прекрасно снялся через несколько дней без меристемной почки. Цветонос орхидеи буквально впитал в себя всю мякоть толстянки вместе с соком. Осталась лишь внешняя оболочка листа толстянки. Мгновенного или молниеносного результата после снятия компресса из листа толстянки на меристемных почках не было. Зато через какое-то время начали происходить чудеса. Количество цветоносов на Phalaenopsis Sunset Love удалось не только удвоить, а еще и утроить. Поскольку активировать меристемные почки на ранее цветших цветоносах я начала уже достаточно поздно после формирования нового цветоноса, распуск цветов у Phalaenopsis растянулся во времени почти на 2 месяца.
И если первые цветы начали распускаться еще в 20-х числах апреля, то последние распустились только в 20-х числах июня. Сейчас фаленопсис Sunset Love в полном распуске. Полный распуск – это 6 направлений цветения. И если на основном цветоносе, том, который вырос в этом году, всего 2 направления цветения, то остальные достигнуты только за счет использования толстянки на цветоносах этой орхидеи. Активация меристемных почек на цветоносе фаленопсиса Sunset Love позволила мне утроить количество цветоносов. И вот теперь, друзья, пришло время насладиться результатом выращивания этой орхидеи в моих домашних условиях в течение 9 месяцев. Напомню вам, это первое домашнее цветение этого фаленопсиса у меня дома. И поскольку это первое домашнее цветение, уже по традиции я расскажу немного о характеристиках этого сорта. Sunset Love – фаленопсис голландской селекции. Его можно купить в нескольких вариантах. Я приобретала взрослое цветущее растение в горшке диаметром 12 см. Кроме того, этот сорт можно приобрести в виде рассады маленьким нецветущим растением. В этом случае шикарное, пышное и красивое цветение придется подождать несколько лет. Растение отличается достаточно крупной и размашистой листовой массой. Самые длинные листья достигают длины 35 см. В данный момент на моем растении 9 полноценных глянцевых и здоровых листьев. Этот сорт относится к сортам с мультифлорным типом цветения. Цветоносы не требуют особого формирования и смотрят в разные стороны, представляя собой огромный, пышный и красивый букет. Отдельного внимания заслуживает форма цветка. Очень небольшое количество фаленопсисов могут похвастаться такой нетривиальной формой. Цветок рыжий-терракотового цвета с необыкновенно милыми крапинками. Ко всем прочим достоинствам этого сорта следует добавить его ароматность. У цветов действительно есть аромат, но он не сильный, не яркий и не резко выделяющийся. В моем представлении такое огромное количество цветов должно было давать более мощный аромат, но нет, меня не раздражает и головную боль у меня не вызывает. Итак, друзья, подытожим. За 9 месяцев пребывания в домашних условиях фаленопсис Sunset Love излечился с помощью толстянки от глубокой стволовой гнили. Вырастил 2 полноценных листа, новый цветонос и пробудил с помощью толстянки несколько меристемных почек на старых цветоносах. Размер цветка небольшой. У моего растения диаметр цветка достигает 5,5 см. Но из-за того, что цветов очень много, диаметр самого цветочного букета превышает 30 см. Вот так с помощью совершенно нового инновационного метода использования толстянки на орхидеях мне удалось вылечить, адаптировать и шикарно зацвести фаленопсис Sunset Love за 9 месяцев. Познакомиться поближе с моим методом выращивания орхидей без искусственно синтезированных средств, препаратов, стимуляторов, активаторов, удобрений можно в плейлисте «Фаленопсисы. Вопросы по уходу». Ссылку на плейлист я оставлю в первом закрепленном комментарии под видео и в описании к нему. Видео об использовании природных и народных средств по уходу за орхидеями хранятся в плейлисте «Целебные снадобья для орхидей».
Ну а сейчас я напомню вам, что 20 минут вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал, если раньше вы этого не сделали. Жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.